Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу, как работники государственного предприятия «Документ», а именно заграничных его филий, занимаются за границей самоуправством. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы все, друзья, поймете. Я там приведу ссылочки на нормативные документы. Кто, друзья, не подписан на мой канал, пожалуйста, подпишитесь, буду вам благодарен, потому что вам это несложно сделать, и вы мне поможете достичь моей творческой цели, которую я поставил в 2025 году, чтобы мой канал достиг 100 тысяч подписчиков. Я опубликовал видео недавно, в котором я рассказал о хитрости, да, я так сказал, которой прибегают работники государственного предприятия «Документ», а именно его заграничных филий. Это везде повсеместно, это и в Праге, это в Мюнхене, это в Берлине, в Кёльне и так далее. Везде, где есть ДП «Документ» за границей, везде этим это делают. Значит, и они в основном это делают по отношению к мужчинам, к своим же гражданам, да, мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Значит, в чем заключается эта хитрость? То есть они забирают паспорта внутренние. В основном речь идет о бумажных паспортах образца 1994 года, о книжечке. То есть приходит человек, мужчина, оформлять заграничный паспорт. У него они видят, ага, например, ему исполнилось 45 лет, а у него фотография не вклеена. Почему? Ну, понятно, по каким причинам, потому что он находился за границей, он не мог приехать в Украину. Вот. Или, например, 25 лет ему исполнилось, у него фотография не вклеена. Ему тогда говорят, работник ДП «Документа», давай, у тебя просрочен паспорт этот, значит, мы не можем, мы у тебя примем заявление, но давай нам свой паспорт и старый, и мы у тебя примем заявление на изготовление новой ID-карты и на изготовление нового заграничного паспорта. Ну и человек, понятное дело, ну думает, он же верит, все, он им отдает, значит, этот паспорт и заграничный, там просроченный, например, и свой внутренний украинский 94 года образца книжный, и остается вообще без документа. Ни одного документа у него нет, то есть ни одного паспорта. И вот такие случаи длятся годами. Люди подали еще в феврале прошлого года. Уже у них в ДИИ появился и ID-карта появилась новая, и появился его заграничный новый паспорт, но ему работники ДП «Документ» не выдают. Ссылаются по разным причинам, то у тебя резерва нету, а у кого то чуть-чуть разобрался в законодательстве и пришел и говорит, так подождите, вы с меня не имеете права резерв требовать, потому что я заказал паспорт до вступления закона силу, да, которым меня ограничили в моих правах, да, и которым меня обязуют установить резерв плюс. Этот закон был принят 11 апреля, а я заказал паспорт в феврале еще 24 года, и он у меня был изготовлен в марте, у меня появился он в ДИИ. Вы меня не имеете права резерв плюс требовать. Поэтому они вот туда говорят, извини, у нас технический сбой. Вы поняли, как делают? И все. И человек остался без паспортов. Без внутреннего и без заграничного. Масса людей мне звонит, спрашивают, что делать. У массы людей такая ситуация. Так вот, друзья, работники ДП «Документ», внутренние паспорта, как они говорят, просроченные, там, без фотографий, 25 и 45 лет, у мужчин вообще, у кого-либо, и у мужчин мобилизационного возраста, граждан Украины, и у женщин, они не имеют права у вас их забирать. Не имеют права. Если вы их отдадите добровольно, тогда да. Но забирать у вас они, изымать у вас они не имеют права. Мало того, эти паспорта, как они говорят, просроченные, с невклеенными фотографиями 25 и 45 лет, они в настоящее время, пока в Украине существует военное положение, да, эти паспорта являются действительными. И они обязаны на основании этих паспортов у вас принимать документы на оформление заграничных паспортов. Значит, 21 октября 2022 года Кабинет министров Украины принял постановление, оно называется 1202. Вот как оно называется, я вам сейчас зацитирую. Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения. И там четко в третьем абзаце указано, внимание, друзья, паспорта граждан Украины в форме карт, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля
22 года и после 24 февраля 22 года и паспорта гражданина Украины образца 1994 года, книжечка бумажная, в которых не вклеена фотография лица в случае достижения им 25 или 45-летнего возраста, срок вклеивания в который наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года являются документами, которые удостоверяют личность и подтверждающими гражданство Украины и подлежащих обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения. То есть они у вас действительны и действительно еще будут 30 дней после того, когда будет отменено военное положение в Украине. Вот такая ситуация. То есть работники документа не имеют права не принимать у вас эти паспорта и говорить, что они у вас там просроченные, недействительные и так далее. То есть, наверное, работники ДБ документ это постановление не читали, я себе предполагаю, а может быть читали, но тогда они делают вид, что как бы они его не читали, да? Или они его читали и им просто поступила команда сверху забирать эти паспорта под любым предлогом, чтобы люди оставались без паспортов. Возможно для чего? Возможно для того, чтобы создать людям такие условия, чтобы они вынуждены были поехать, вернуться в Украину. Возможно, я это не утверждаю, друзья. Что думаете вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, вы поняли, забрать они у вас паспорта эти, без вклеек, да, там, без вклеенной фотографии, просроченные, не имеют права. По нескольким еще причинам. Первое. Они не являются работниками миграционной службы. Работники ДП документ это государственное предприятие. Это не работники миграционной службы. У них в полномочиях не входит забирать у вас документ, изымать его и уничтожать. Нет, это не их полномочия. Они это по закону не имеют права. Могут у вас изъять просроченный документ только работники миграционной службы Украины. Все. Точка. Они работники предприятия. Это раз. Второе. Они могут у вас, они наделены полномочиями, действительно, они могут у вас принять, у гражданина принять заявление, анкета называется, на оформление заграничного паспорта и выдать уже изготовленный заграничный паспорт. Все. Вот только это они имеют право, что касается паспортов. Все. Других функций у них нет. Наряду с территориальными органами и подразделениями ГМС, это Государственная миграционная служба, и центрами предоставления административных услуг обеспечивается прием заявлений, анкет на оформление паспортов граждан Украины с бесконтактными электронным носителем и выдачи этих документов. Это четко у них указано на сайте, выдержка из закона. Вот так. Поэтому, если у вас внутренний паспорт не вклеена фотография, то они не имеют права его забирать, это второй пункт, потому что этот паспорт действительный, раз. И второе, они не имеют в силу своих полномочий это делать. Они имеют право у вас принять анкету на оформление заграничного паспорта, и потом, когда этот заграничный паспорт будет готов, вам его выдать. Все, другого они не имеют права. То есть, когда вы приходите в ДП документ и говорите, вот у меня есть паспорт, книжечка, мне исполнилось 46 лет, у меня фотография в 45 лет не вклеена, они вам говорят, нет, мы у вас не будем принимать, они не имеют права, они у вас должны на основании этого паспорта оформить все документы для того, чтобы вы могли потом в последующем получить заграничный паспорт. Они обязаны это сделать. При этом книжечка у вас остается, этот внутренний паспорт Украины. Вот такая ситуация, друзья. Что думаете вы по этой теме? У кого были такие ситуации, когда они у вас забирали паспорта, или вы сами отдавали? Пожалуйста, напишите об этих ситуациях в комментариях. Нам интересно тоже это почитать, потому что это практика, мы должны обмениваться. Может, кто-то читает, кому-то будет это полезно. Какие-то, может быть, случаи происходили такие неординарные в этих ДП документах, как они себя там вели, эти сотрудники, по отношению к своим же гражданам. Тоже, пожалуйста, напишите в комментариях.